Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели, подписчики и гости моего канала. С вами я, Михаил Сергеев, или профессор Миша, как меня называют мои студенты. А в этом видеоролике я вкратце расскажу об истории моего канала и о том, что я делаю сейчас и что планирую на будущее. Я создал этот канал примерно 10 лет назад, в 2014 году, в основном для моих американских студентов. В то время я преподавал историю религии, философии и модернистского искусства в Университете искусств Филадельфии и решил выкладывать свои лекции в интернет, чтобы студенты могли в любой момент посмотреть то, что им понравилось или показалось интересным в классе. Все мои первые видео были на английском языке. Это были лекции из моих курсов о мировых религиях, об апокалипсисе и его различных аспектах и истолкованиях, а также о жизни после смерти в представлении различных философских школ и религиозных движений. В 2020 году началась эпидемия ковида, во время которой нас перевели на дистанционное преподавание. Вот тут и пригодились мои видеолекции, которые облегчили преподавательскую работу и высвободили много времени и сил. Я воспользовался этим моментом и решил делать видео на русском языке. Меня всегда интересовали религия, философия, культура и искусство. Поэтому я начал с бесед, в которых моими собеседниками были в основном деятели культуры русского зарубежья. Поэты, писатели, художники, драматурги, музыканты и музыкальные критики, издатели, журналисты, историки, ну и, разумеется, философы и литературоведы. Потом, в 2023 году, я рискнул сделать несколько прямых, первых моих лекционных эфиров и начал с двух курсов, которые веду и по сей день. История мировых религий и история мировой философии. К моему огромному изумлению, мои русскоязычные лекции стали необычайно популярны. Лекция о буддизме собрала более 400 тысяч просмотров. Индуизм – более 200 тысяч просмотров. Китай, библейский иудаизм. Мои зрители явно страдали от нехватки серьезной, академической, сочувственной и в то же время беспристрастной информации о духовном развитии человечества. В результате за несколько лет число подписчиков моего канала выросло со скромных 2-3 сотен до более чем 50 тысяч. Согласно статистике YouTube, мои передачи смотрят зрители из 93 стран мира. Смотрят в равном количестве как мужчины, так и женщины в возрастном диапазоне от 18 до 80 лет. К сегодняшнему дню программа и кредо моего канала, пожалуй, уже устоялись. Как правило, раз в месяц я провожу лекции в прямом эфире по истории религии или философии. После завершения так называемой обязательной программы я отвечаю на вопросы зрителей в прямом эфире. Впоследствии я разбиваю свои лекции на отдельные тематические видео, примерно по 15-20 минут, и выкладываю их несколько раз в неделю для тех, кто предпочитает более короткий формат. Также я стараюсь раз в неделю проводить беседы с деятелями русской культуры, живущими за рубежом, в которых знакомлю моих зрителей с современной русскоязычной культурой в диаспоре. Большинство моих сегодняшних передач я веду на русском языке, но даже если речь идет об эфире или лекции на английском, что подчас случается, всегда есть возможность воспользоваться субтитрами или даже прослушать желаемый видеоролик на предпочитаемом вами языке. Недавно YouTube ввел такую опцию для своих зрителей. Теперь хочу сказать несколько слов о правилах виртуального этикета. На моем канале нет цензуры, и каждый гость, равно как и я сам, можем высказывать наши личные мнения по любым вопросам. Наши мнения могут не совпадать, и далеко не всегда совпадают. Но эти разногласия никогда не должны переходить в крик, ругань и взаимные оскорбления. Таких же правил я требую и от зрителей,
которые в своих комментариях вправе высказывать любые личные мнения, но в уважительной манере и используем приемлемые в приличном обществе способы выражения. Комментарии, содержащие личные оскорбления, хамство и нецензурную лексику, немедленно удаляются, а люди, запятнавшие себя таким поведением, блокируются без каких-либо исключений и без какой-либо пощады. И в заключение хочу сказать о том, что вы не увидите на моем канале. У меня нет передач про спорт, здоровье, кухню, интим и политику. Да, иногда в контексте культурных споров может зайти речь о политике, но я по просьбе многих моих зрителей стараюсь избегать прямых отсылок к военно-политическим темам, чтобы не провоцировать людей и не создавать конфликтные ситуации. Мой канал о просвещении и о поиске смысла жизни, о философии религии в общественном дискурсе, о таком академизме, который просто кратко и емко говорит о сложнейших проблемах бытия. Если вас интересуют такие темы и подходы, подключайтесь к прямым эфирам или смотрите их в записи, пишите комментарии и задавайте вопросы. И не забывайте, что на канале Миша Impossible то, что ранее казалось невозможным и даже невероятным, становится весьма и легко достижимо. Так что присоединяйтесь, мы будем вам только рады. Всех благ!